Привет всем! В этом видео сделаю обзорчик простенькой сигнализации для мотоцикла. Можно использовать на мотоцикле, можно квадроциклу, любой в принципе электротранспорт. Главное, чтобы можно было запитать эту сигнализацию от 12 вольт. Ссылочку на нее я оставлю в описании. И вот все, что идет в комплекте. Здесь инструкция, две липучки. Одна, чтобы закрепить блочок, вторая, чтобы закрепить динамик. И здесь у нас два пульта на карабинчиках. Вот, один пульт и второй. Вот, мы их снимаем. Два пульта, они разные. Один идет вот такой вот с крышечкой, то есть кнопки можно закрыть. Если у вас он будет в кармане вместе с чем-то еще лежать, чтобы кнопки не нажимались, то крышечка закрывает кнопочки. И один брелочек у нас идет, просто кнопки у нас сверху расположены. Батарейки уже идут в комплекте в пультах. Вот, светодиодики горят. Тут у нас идет блочок основной, он идет с датчиком вибрации. То есть, если мотоцикл там наклонили, зашевелили, стукнули, появилась какая-то вибрация, то сирена будет срабатывать. Зеленый провод — это у нас антенна. И для питания у нас идет красный и черный провод, плюс-минус 12 вольт. Сейчас я подключу к блоку питания и продемонстрирую, как оно работает. Это самая простая сигналка, то есть здесь нет никаких дополнительных датчиков, не устанавливается, нет автозапуска. Кстати, многие думают, что есть автозапуск, когда ищут на Алиэкспресс, например, или где-то, и смотрят по картинкам. Вот эта кнопка молния, она означает запуск двигателя обычно, но это сигналки разные, то есть пульты одинаковые во всех, пульт идет стандартный. Но в этой сигналке автозапуска двигателя нет. То есть не автозапуска, а дистанционного запуска. Здесь нет. Эта кнопка, она ничего не нажимает, ничего не включает. Просто брелки идут универсальные на тех сигналках. И поэтому кнопка здесь тоже присутствует. Но она никакой функции здесь не выполняет. Если вам нужна сигнализация, которая идет с запуском двигателя, с пульта, то здесь должно быть больше проводов. Здесь еще дополнительно выходит жгут проводов с фишечкой, и там уже нужно будет подключать провода к зажиганию, то есть там при включении должно у вас включиться зажигание, отдельно провода идут на стартер, который будет крутить стартер. В общем, она немного сложнее будет в подключении. Здесь все намного проще. Здесь мы подключаем напрямую к аккумулятору. Красный провод — это плюс, черный провод — это минус, 12 вольт питания. И также здесь у нас еще есть вот такая вот фишечка, она идет под крону. То есть, если мы возьмем, докупим крону, это как идет как резервное питание. В комплекте она может быть, может не быть. Это вы уже продавца спрашиваете. Ну, я заказывал, там выбирал, которые цены подешевле, то тут кроны не было. Крону можно отдельно докупить. Вот. Мы подключаем, и она работает от кроны, но в таком режиме лучше не использовать, то есть все равно должно быть к аккумулятору подключено, потому что крона быстро сядет. Тут всегда работает приемник от пульта, то есть она все время будет потреблять электроэнергию, даже если сигнализация не включена. А если включена, еще чуть больше будет потреблять. То есть датчики, которые чувствительные, они должны быть запитаны, поэтому если просто вот так использовать на кроны, она долго не проживет, там несколько дней, я думаю, она сядет. Поэтому лучше запитывать от аккумулятора. Потребление где-то тут 5-6 мА в режиме ожидания, а в режиме работы там 130 мА потребляет, когда динамик пищит. Так, что у нас здесь? Функция очень простая, то есть одна кнопка ее включает. Вот мы включили. И вот это у нас предупредительный сигнал. Я динамик переверну, потому что 125 дБ оно просто заглушает, в ушах звенит. То есть динамик очень громкий. И вот сигнализация сработала. Первый удар предупредительный, она несколько раз пикнула. И когда второй раз уже стукаешь, что либо там наклоняешь этот датчик, то она уже срабатывает и пищит постоянно. Вот мы ее запускаем. Сигнализация уже активна. При малейшем наклоне, вот предупредительный сигнал, если продолжает двигаться, то она срабатывает и начинает пищать очень громко. Отключаем. Вот. Все просто. Одна кнопка включить, другая выключить. Это она у меня работает от кроны.
Если мы подключим от питания 12 вольт, потому что крона 9 вольт, то она еще громче работает. То вообще в комнате невозможно находиться. Вот мы подали питание, и теперь она запитана от блока питания. И здесь есть еще кнопочка, это просто включает сирену. Например, вы на стоянке не можете найти мотоцикл, где поставили, забыли, то можно ее просто включить. И сигнализация начинает пищать, удаленно она включается. Радиус действия где-то брелка 50 метров. Может на открытой площадке больше будет, но обычно в городе больше 50 не будет, потому что много помех и других всяких частот заняты другими радиоволнами. Вот схемка подключения здесь есть. Нарисовано, как подключать. Но подключается, в принципе, очень просто. Вот так работает данная моделька. Ссылочку на нее я оставляю в описании. Если нужна моделька с дистанционным запуском, то ссылочка в описании тоже будет там. Есть такие же подобные сигнализации, просто они стоят чуть-чуть дороже. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.